ну, как бы, если хочешь, у нас вот будет щенок. Ну, и я понял, что я никуда не денусь. Понял, что такое настоящая немецкая овчарка. И я ж тут такой не один. Вопрос в том, как узнать, хорошая это собака или нет. На этот момент уже ребята завоевали мое доверие и симпатии максимально. 3 щенка, 3 девочки осталось. А ребята, он готовы. Я думаю, что мы покажем. Ей нравится позировать. Начинал я знакомство с ребятами с девочки Фелиции. Наверное, полгода мы занимались. Было непросто, скажем так, было непросто. И я потихоньку начал подходить к тому, что мне нужен второй пес. Потому что, ну, я хотел все-таки хорошую охрану двора. Да, охрану ребенка своего, чтобы можно было спокойной душой оставлять ее дома. Вот. И, естественно, с этим вопросом пришел я куда. На этот момент уже ребята завоевали мое доверие и симпатии максимально. И я пришел к ребятам и говорю: ребят, как бы, ну, вы же сами видите. Они мне: да нет, ты подожди, Фелиция еще раскроется. Ну, как бы, если хочешь, у нас вот будет щенок. У нас будут щенки. Если хочешь, приходи, посмотри. Показали мне видео работы ихнего отца, Графа. Граф — это собака, которую я брал 6 лет назад. Это, наверное, один из первых собак такого рабочего класса, с которыми вот именно я познакомился, столкнулся в работе, да, не именно с представителем немецкой овчарки, там, не бельгийской, не малинуа, а именно вот немецкая овчарка. Его скорость, его желание работать, его способности, то, что он готов делать в работе, делать вместе с человеком, то есть, ну, вот этим подкупало. То есть собака действительно, я его забрал, ему не было еще 2 месяцев, мы начали с ним работать, и, ну, как бы я понял, что такое настоящая немецкая овчарка. То есть в планах, что он будет дальше давать потомство, еще, ну, таких не ставилось цель. Я брал конкретно для себя индивидуально собаку, чтобы с ним работать, там, по возможности выступать на соревнованиях. Ну и я понял, что я никуда не денусь. Да. Пришел, ни секунды не сомневаясь, я сразу увидел эти глаза, которые мне нужны. Да. И ждал долгие 2 месяца, пока мне его отдали. Проводник, человек, который покупает собаку, он становится участником нашего клуба. Для него всегда открыты двери на площадку. Многие, практически все люди, которые забирают, они приезжают на тренировки. Да, то есть и всегда можно видеть, ну, даже человек, который интересуется щитком, может приехать посмотреть, как работают старшие собаки, и понимать уже, что вот с этого маленького комочка счастья в будущем вырастет и чего можно достичь при помощи хороших, постоянных тренировок. У него день рождения 4 декабря. В феврале, получается, будет год, как мы его забрали. Да. Занимаемся с первого дня. Как только забрал, на следующий день уже приехал с ним на тренировку. С 3-месячным малышом. На площадке 2 раза в неделю. А так 7 раз в неделю. 2 раза в день, утром и вечером. Утром минут 20-30, вечером 1,5-2 часа, плюс физподготовка, спринты, 100-метровки, все это, выдержки, укладки. Да. И практически каждые выходные он не пропускает, он приезжает, работает на площадку, он ходил в группу для щенков возрастом от 3 до 6 месяцев, после он ходил в группу послушания социализации, после в защитную группу, это же тестирование на Кубок Эскала, который у нас проходило 28 числа, он уже принимал, это был его дебютный старт, если не ошибаюсь, он занял призовое место, собака показала достаточно хорошую, уверенную работу, ну и все это в годовалом возрасте, да. Это такой показатель именно работы и проводника, и собаки, такого тандема. Ну, мы очень довольны тем, что собака попала в такие руки, и мы можем видеть, как развивается собака. Но с предыдущим, самым первым своим псом, я так плотно не занимался. То есть, ну, собака, там, палку вечером покидать, там, 20 минут, и все. Но попавший сюда, увидевший те результаты людей, которые я здесь видел, то есть, как бы, и, как бы, ну, оно мне зашло, да, и я решил: а почему у нас так не получится, почему там Чигет может, а мы не можем, а мы попробуем, да, и вот, да, и получилось, так и занимаемся. А теперь это уже просто, чтобы вы понимали, вот вы же видите, какая погода, да, в прошлые выходные лил дождь такой, что я приехал домой с тренировки, нижнее белье вот так можно было выкрутить. И я ж тут такой не один. Утром мы выходим на прогулку, там 15-20 минут, ну, потому что, естественно, все перед работой, ну, все летят, да.
Как бы мы там проходим, ну, может, каких-то метров 500, не больше, то есть это мелочи. Вечером у нас начинается прогулка с реальных спринтов, то есть у меня на улице, там где я живу, у меня отмеренные 100-метровки, я прохожу 100 метров, усаживаю их, либо укладываю, либо в команде стоят, но этого мы не очень любим, поэтому самая любимая команда — лежать. Я их укладываю и ухожу на 100 метров, и потом они у меня на секундомер бегут. Да, выбегает 100-метровку за 8 секунд вдвоем. Да, и так мы проходим 5-6 раз. Но я смотрю уже по состоянию, и это таких тренировок у нас вечером, ну, 2-3 дня в неделю. И мы живем недалеко от леса, мы гуляем, если мы в лес уже попадаем. Я никогда не засекал, сколько по километражу мы проходим, но это сложно, и не задавался целью. Но не менее часа мы гуляем в лесу, это точно. Бывает, если погода вообще шепчет, то 2-2,5 часа. То есть мы от Боярки до Забирья доходим пешком по лесу и возвращаемся назад. Играть, и я им даю играть минут 15-20, не более со всего этого времени они могут дурковать. А все остальное время они как бы, я иду, лежать. Все, отошел ко мне, и таким образом потихоньку. Потом хорошо. Шикарно. Да. Я же не говорю, что у меня очень уравновешенная нервная система. Основное — профессиональный подход и ответственность. Потому что, ну, могу сказать, как человек, который ранее не работал в питомнике, а искал для себя собаку, да, то есть я ездил в разные места, я смотрел, то есть есть люди часто семьи предлагают, вот семья как бы там продает каких-то щенков, у них есть собаки, да, там, они их повязали, и люди часто приезжают, говорят, да, нам не нужны документы, нас там ничего не интересует, нам просто нужна хорошая собака. Вопрос в том, как узнать, хорошая это собака или нет. Основное, на что нужно обращать внимание при выборе щенка любой породы, речь не идет только сейчас о немецкой овчарке. То есть, включая любую породу, выбирая щенка, мы должны опираться на такие факты, как здоровье, в первую очередь, генетика собаки. Мы должны понимать, видеть полностью всю картину, кто является родителями щенка. Мы должны понимать всю родословную по этим щенкам. Ну, у нас на данный момент есть сейчас 3 щенка, 3 девочки осталось, их возраст 4 месяца. Достаточно хорошие, темпераментные, игривые, отлично поддаются дрессировке. Работу, которую сегодня наблюдали от Спартака, да, годовалого кобеля, это сын графа. И вот сейчас как раз от графа у нас есть щенки 4 месяцев. При интересе людей к нашим щенкам, которые находятся не в Киеве, не в Киевской области, у нас нет возможности с ними лично поконтактировать, пообщаться, мы, как правило, не продаем, не видя, не зная хозяев. Да? То есть это либо по серьезной рекомендации, мы, допустим, знаем какую-то школу, какой-то клуб, который находится не в Киеве, и он набирает и говорит, там, нашим клиентам нужна собака, мы несем ответственность, тогда, конечно, мы можем так продать. Но такого, чтобы по звонку, вот вышлите нам в другой город собаку, мы этого не делаем. Прививаем согласно возрасту, согласно всем последним стандартам, которые рекомендуют ветеринары, специалисты. Также само мы обрабатываем все как положено, это и от клещей, и от блох, корм премиум класса. С каждым щенком идет работа, да, то есть приучение к ошейнику, к поводочку, к выгулу, развивается игровая мотивация, работа наводящим методом, да, то есть приучение к командам сидеть, лежать, стоять, ко мне, заинтересованность работать с человеком, да, чтобы щенок, приехавший в семью, он понимал, что с человеком это классно общаться. Да, там, выходя на прогулку, нужно не куда-то убегать, а у него уже есть определенная привязка к человеку, интересно работать. Сейчас есть отличный выводок, который подойдет как и для семьи, так и для работы. Мы ждем всех желающих познакомиться, будем всем рады. Приезжайте.